что он чувствует после каждой встречи с ней, с соперницей или с соперником. Видишь, она его ведет, он окрылен, то есть она поддерживает своей энергетикой в нем к себе интерес. Поэтому что он чувствует? Что он чувствует себя моложе, да, вот так даже скажем. Ну, чувствует себя счастливым. Пока. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, когда в отношениях есть соперник, соперница, третье лицо или есть измена, ну, о которой вы знаете, да, то есть ситуация, когда отношения нестабильные и непонятно, что будет дальше, как себя вести в этой ситуации, вам, что делать с партнером и так далее. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, когда она действительно нестабильна, в чем-то нестабильна, и мы сегодня поработаем с потоковыми вопросами, которые будут приходить, исходя из моего настроя на эгрегор оракула. И для начала мы начнем и посмотрим, что между вами происходит прямо сейчас. Что между вами происходит прямо сейчас? Но понятно, если это нестабильность, если это или измена, недоверие, да, или третье лицо. Ну вообще, вот как карты видят, допустим, вас. Смотрите, вот это вы. Как карты видят его, вашего партнера. Ну и то, что между вами, да, вот так. Хорошо, вас. Ну, смотрите, вы не можете отпустить партнера и эрос, да, или сила сексуального влияния, вмешательства, да, вот этого вот, ну, объединения эрос, да, сам эрос – это бог любви, да, бог секса, но он вас объединяет, да, то есть вы как бы вы не разочаровались в партнере или какие бы у вас к нему вопросы не были, вас к нему тянет. Вот этот вот момент для вас может быть важен для расклада, да, для общего. Его как видят карты, да, то есть как будто бы карты видят вас вместе с ним, да, вот так. Как единое целое даже, да, вот как слияние. Вот здесь вот мы наблюдаем руну Гебо, да, то есть слияние. Окей. Хорошо. А он как будто бы ваш кармический партнер. Вот такое ощущение, что он как будто бы с вами в кармической паре, да. Интересно, да. Ну и вот самое, наверное, интересное, а что же между вами на самом деле сейчас в отношениях и как высшие силы видят все. Ну, вы знаете, ангел и демон, ну, вот это вот парочка, да, интересно. То есть, смотрите, карты видят вас как ангела и демона, и, ну, как ситуацию, да, то есть у меня такое ощущение, что все-таки карты видят как борьбу света и тени, все равно, да, то есть борьбу за ваши отношения. Ну, я бы так сказал, ваш партнер точно не может без вас, и он как будто бы в этих отношениях, даже если он вам изменяет или есть третий человек, то здесь вы точно так же не можете без него, поскольку вы под него подвязаны, как будто слиты с ним воедино. Да? И вот то, что происходит между вами здесь и сейчас, это борьба света и тьмы, то есть борьба, ну, допустим, правых сил или светлых сил с темными за и против ваши отношения. Ну, может быть, светлые силы – это вы, а темные силы – это, допустим, ваша соперница, да. Или, например, вы светлая сторона, а темная сторона – это темная сторона вашего партнера, которая заставляет его изменять. И он с этим пока поделать ничего не может. Да, вот так вот. Хорошо, давайте теперь тогда спросим. Вот у меня отсюда первый вопрос, который я хочу задать картам. Да, вот что между вами изменилось? Да, или что произошло? Вот в тот самый момент, когда в сердце вашего партнера закралась вот эта тень, да, вот она, тень пришла, да, или демон пришел, да, вот что изменилось, что произошло, давайте просмотрим.
Ну, во-первых, финансовый вопрос между вами мог стать ребром, да, то есть что-то с деньгами, да, то есть здесь связано. И он что-то хотел скрыть. То есть первое всегда это деньги и скрытая какая-то часть, эмоция какая-то скрытая. Может быть, эмоция была связана и с деньгами, конечно, но тем не менее, всегда это больше эмоциональное, но и финансовое. Но такая карта очень двоякая. Давайте так скажем. Вот что между вами изменилось в момент, когда в сердце его закралась тень, это финансовое отношение, вопрос. К деньгам как-то пошел не так. И, возможно, это его где-то внутри него как бы стало... Ну, давайте комом, да, вот в горле стал ком, почему-то у меня рождается этот поток. Хорошо, а вот почему именно ты почувствовала или почувствовал холод там, где раньше был огонь? Почему у тебя так произошло, да? А ты просто почувствовала, да, или почувствовал, ну, у нас для мужчин, для женщин, что что-то тут нечистое. То есть, скорее всего, когда вот этот вопрос первый раз встал, и он так как-то отреагировал, но у меня такое ощущение, что партнер промолчал там, где надо было сказать. И он ничего не сказал вместо того, чтобы что-то сказать. Или он не сказал там, где он всегда говорил. То ты почувствовал или почувствовала, что что-то нечистое, да, тоже. Он как бы эмоцию скрыл, да, и не проговорил ее. А ты заметила это или заметил и почувствовал, что вот интуитивно, да, сердцем почувствовал, что что-то не то. Ну хорошо, ну значит у вас крепкая связь на самом деле. Тут, знаете, у вас пара такая с крепкой устоявшейся какой-то связью. С одной стороны кармической, с другой стороны светлых и темных сил, ну а с третьей стороны еще и сексуальная. У вас очень крепкая связь. Вас еще и не просто так разъединить, да, как говорится, разорвать. Хорошо, вот какие знаки судьба посылала тебе, ну а ты верить не хотела, да, ну или не хотел. Да, здесь у вас был вопрос, постоянно в деньги упирался, финансовый вопрос, безденежье, да, или постоянно денег не хватало, или вы постоянно чего-то не могли себе позволить. Ну, пусть это были не деньги, то есть, как минимум, судьба делала тебе знаки, что вас в чем-то ограничивают, да. И если это не деньги, ну, хотя рыба это больше о деньгах, да, то это, допустим, ну, вы куда-то не могли поехать, там, не могли встретиться, постоянно какие-то препятствия, ну, может быть, отговорки, да, может быть и отговорки. А давайте спросим, вот с кем он делился тем, что именно скрывал от тебя? Вот что-то скрывал, да, в ваших отношениях, но с кем-то делился. Ну, с семьей мог делиться. Или с кем-то из членов семьи. Да, здесь паутина, поэтому с кем-то из членов семьи или из его окружения, из той сети, в которой он был связан, вращался. Да? Ну, это может быть и работа, и семья. Но тут уже смотрите, кто у него ближе. Вообще паук – это больше семья все-таки, но сеть все-таки, если он, допустим, в сети работает где-то, да, в какой-то организации, да, то есть с членами организации мог общаться, да, вот. Ну, с кем-то, наверное, скорее всего, близким к нему. Здесь, конечно, есть и женщина, но тогда это, скорее всего, или сестра, или мама близкие, да. Вот. Мог ли он, если вы смотрите на мужчину, который женат, то мог и с женой даже общаться у вас, да, если вы любовница, а у него есть жена. Хорошо. Давайте тогда еще спросим, вот где он стал чужим, а где остался прежним? Где он стал чужим, где остался прежним? Но у него планы изменились, а его физическая суть
планы поменялись, а физическая суть его осталась прежней. То есть внешне он не изменился, внешне, а вот планы на будущее у него поменялись. Почему вот его слова начали звучать пусто? Да, вот почему-то у меня идет, как будто вот тут вот, видите, да, вот пустота как будто у меня идет из этих всех карт, да, вот не хватает этого огня. Почему его слова начали звучать пусто? Потому что он реально закрылся от вас. Он закрылся. Или он закрыт от вас, да, вот. То есть вы не слышите за закрытой дверью, вы как будто вот сейчас общаетесь, вот, ну, такое ощущение, что такое, знаете, как есть такой эффект закрытой двери, ну, там, что-то не слышно, да, там, или по телефону, да, слышно, вот, как будто бы испорченный телефон, вот такое вот идет. Поэтому его слова звучат пусто, потому что между вами закрытая дверь, скорее всего, да. Могут ли вас здесь разъединять? Ну, потенциально, да, закрывать вам дороги, да, вот такое, паучья магия здесь может быть. Но мы сегодня без диагностик, давайте обойдемся без диагностик сегодня, да, вот чисто вот такое на отношения. А вот какие мелочи выдавали его ложь, да? А он запутывался. То есть, смотрите, какие мелочи выдавали его ложь. Вот он сегодня говорил одно, а завтра про ту же ситуацию он говорил совершенно другое. Понимаете? То есть, ну, по сути, как бы он путался в том, что было связано с прошлым. Да, вот он мог рассказать одно и то же, а потом то же самое говорил по-другому, да, и сам себе противоречил. Ну, бумеранг, да, то есть повторения были какие-то, да, и они были, ну, как бы не связаны с прошлым, то есть в прошлое он вернуться не мог, то есть он выдумывал ложь. Вот когда ты ложь выдумываешь, да, ты путаешься в ней и еще больше завязываешь. По сути, как бы те мелочи, которые выдавали его ложь, они были даже не мелочами. То есть он как бы не тонко врал, а тут, как говорится, факапился, да, вот нагло врал, да, то есть это не мелочи выдавали его ложь, но по сути он как бы повторял одни и те же ошибки. Вот это вот почему-то идет по бумерангу. И где-то он от этой лжи, вот, который была между вами и ним, он сам же и страдал, да, вот так вот скажем. Ну, хорошо. А вот что он пытался скрыть в глубине своих глаз? Вот рыба, да, вот что он пытался скрыть? Рыбу проверяем. В глубине своих глаз, да, вот почему-то пришло в потоке такое. Вы знаете, он скрыть пытался аркан смерть. А аркан смерть – это то, что отношения как будто бы умерли для него, да? Интересно, интересно. То есть, что ему как бы эти отношения перестали вообще интересовать, да? Вот это он начал скрывать. Ну, может быть, вы и начали чувствовать, да, то, что что-то тут не то. А почему молчание стало вот его... Почему его молчание, он рыба, да, и смерть, стало громче слов? Ну, давайте так. А вы почувствовали, что как будто бы между вами выросла стена? Вот это вот вы учувствовали, и, ну, вы знаете, молчание громче слов стало еще потому, что ваши отношения стали трудными. И вот когда появился вот этот замок, как будто он закрылся, да, то вот это вот молчание стало как стена между вами, как гора выросла. А вот что твоя душа знала раньше разума по этому поводу, да? Ну, душа подозревала, что здесь что-то не то, что есть что-то недосказанное, что он что-то недосказывает и что-то, знаете, как бы пишет книгу на ходу, да, вот придумывает. То есть
Вот он придумывает постоянно, да, вот врет. И вот в этом вранье-то он запутывается постоянно, да, и ему приходится постоянно привирать что-то новое. Вот так вот. Ну, например, врет по поводу денег, или врет по поводу того, что не смог появиться, приехать, да, что-то, или врет, что опоздал, там, да, вот. Но он постоянно что-то скрывает, понимаете, вот скрытое идет. Давайте теперь немножко заглянем, как будто бы условно, представьте себе, если вдруг, да, вот есть другая женщина, которую вы знаете или не знаете, или другой мужчина, да, там соперник, соперница, и немножко в нее посмотрим, да, как бы в лицо другой женщины. Ну, вот если рядом с ним та, чье имя он боится произносить, да, вот вы подозреваете его, например, да, и он боится произносить имя. Мы не можем прямо сейчас сказать, выпадает мастер. И я скажу так, он ее мастерски скрывает все-таки. То есть, да, но он о ней врет. Да, то есть, вот так вот. Мастер все-таки тут есть. Ну и смотрите, мужчина здесь есть, мужчина точно, да, то есть, мужчина точно есть. Хорошо, а вот какая энергия этой женщины, да, ну будем говорить о женщине, но мужчины тоже смотрят, да, со своей стороны. Какая энергия этой женщины, что притянула его к себе, да? Ну, здесь власть прежде всего, то есть женщина властная, реальная, смотрите, вот энергию я проверяю, да, и у нее этой энергии очень много. Но это тоже, это сексуальная энергия и энергия власти, то есть она как будто бы, знаете, ну, старше. Может быть, она старше не по возрасту, а именно старше по статусу. То есть это энергия власти. У нее возможностей как бы больше, да, и она на него влияет. А чувствует ли он к ней, да, или с ней то, что не хватало рядом с тобой. Ну вот как будто бы с тобой это было под замком, а она это дает. Чувствует ли он с ней то, чего не хватало рядом с тобой? Но он с ней чувствует огонь, а с тобой он чувствует лед. Ну, может ли вот здесь, вот давайте, кто смотрит опять на магию, да, может ли она делает, да, на него остуду для тебя? Да, может быть, вполне здесь. Но, тем не менее, он с ней чувствует огонь, а с тобой он чувствует лед, охладевание. И здесь вот эта гора не просто так, она вся в снегу, да, и тут лед это такое. Хорошо, может быть, она его и врать заставляет. Может быть. Ну, сейчас почему-то это приходит. Хорошо, а вот является ли она случайностью? Или она уже такая продуманная, да, на своем месте, да, вот смотри, вот продумывает он ее. Вот я вот хочу спрашиваю вот эти две карты. Это случайность или что-то продуманное? Ну, я в случайности по этой карте не верю. Если у вас останавливаются отношения, то даже если она случайна, то она не случайна. И главное тут, случайно она или продумана. Я думаю, что она осознанно делает, ну, вставляет палки в колеса, да, вот так вот. Ну, это идет почему-то. А давай посмотрим вот здесь. Сравнивает ли он ее с тобой в своих мыслях? Идет ли сравнение? Да, есть некие связи, но для него важна надежность. Да, он ищет вот как будто бы опору какую-то. Опору связи, да, это связано. Дерево это всегда связи, сравнивает. Сравнивает, и он как бы сравнивает, кто надежнее. Вот это вот, кто стабильнее, да, вот кто крепче, вот такое почему-то идет. Угу. Хорошо, а вот чем она сильнее тебя в его восприятии, да, вот проверим дерево и гору, чем она сильнее тебя?
Ну, своей женской магией, своей энергетикой. То есть, ну, по сути, где-то может быть это, если это соперница, это ведьма, но если мужчина соперник, ну, тоже может быть и ведьмак, да, то есть есть люди такие разные, и мужчины, и женщины. Тут у нас выпал мастер, да, поэтому такое, то есть, ну, это и сексуальная энергетика, и магия, да, вот именно энергия, она сильнее, да. Энергии огня больше, ну, может быть, и энергии тьмы, особенно если вы чувствуете, что рядом что-то темное такое, да. А вот чем она тогда, давай спросим, слабее, да, вот чем ты сильнее? Но он этого не видит, допустим, да. Чем она слабее, а он не замечает. Но она ведет, знаешь как, она может быть не слабее там, тебя, но она ведет его к душевным мукам, и он пока, может, они уже и есть у него, но он их пока не замечает. То есть, по сути, чем она слабее? Она заставит его мучиться душой, вот это вот, да, вот она уже, наверное, и заставляет его мучиться душой, потому что он, с одной стороны, тянется где-то, может быть, к тебе, но она его как бы будто бы вроде бы и назад, да, останавливает каким-то образом. И вот он тупик, да, то есть как бы не дает ему вам сближаться. По сути, ну, сила твоя в том, что ты не заставляешь его так мучиться, а она заставляет, да, вот этот вот, ну, по сути, он как на растяжке находится, да. Давай спросим, это роковая встреча все-таки или это вот случайность? Опять давай проверим, да, вот этот вот тупик. Это роковая встреча или случайность? Ну, смотри, по воздуху они могли встретиться случайно, но дальше, да, дальше это уже идет как бы продуманность такая, да. Поэтому встретились они как бы случайно. Ну, воздух все-таки здесь не за что зацепиться. Но опять-таки, все случайности не случайные, даже те случайности, которые происходят у нас в жизни, это часть нашей кармы, да, или часть причинно-следственных связей. Но, тем не менее, он ее специально не искал. Может, она специально искала его, а он ее специально не искал. Хорошо. А смотрит ли он на нее как на судьбу? Да, вот. Как на судьбу, или на как на иллюзию. Давай посмотрим. Или вот что он видит в ней, да, когда он на нее смотрит. Ну, он пока смотрит как, давай так, она для него реальный друг пока. То есть смотри, ну не все так плохо, да, она может останавливать соперница, да, и она все-таки вот как бы есть, особенно тут женщина видна, да, четко. Ну, мужчины тоже, смотрите, тут мастер тоже есть. Вот, и они друзья пока, да, то есть это еще пока дружба, да, вот. Ну, может быть, да, действительно, она так умеет пользоваться своей энергией, что она, ну, он ее видит как, допустим, ну, как собаку, да, то есть как что-то хорошее. Не как что-то плохое, да, а вот именно как что-то хорошее. Но, тем не менее, да, то есть это все еще не, там, не судьба, да, как говорится. То есть могло бы быть, как говорится, и похуже, да. Окей. Вот давайте посмотрим немножко, как бы, теперь хочется почему-то вот его опять посмотреть, правду и ложь, да, вот покопаться в этих моментах. И вот первое, вот лед просмотрим, да, и вот спросим, что он скрывает от тебя вот сильнее всего. Какая тайна за 7 печатями или за кубами льда, да? Что он скрывает от тебя сильнее всего? Ну, смотри, он зависит, это зависимый человек, и он зависит, вот парадоксально, и от тебя, и от нее. И от тебя, и от нее. От тебя он скрывает зависимость от тебя, но он понимает, что он зависит и от нее теперь. А какую правду он боится произнести вот самому себе, да, вот тупик, он говорит, молчи, не говори. Какую правду он самому себе боится сказать?
Но он боится признать, что он наивный человек. Свою наивность он себе не хочет признать. Он хочет думать, что все вокруг него наивные, глупые, да, там, как детки. А он уже взрослый, да. Но он не осознает, что он действует как ребенок, да, вот. Ну, такое вот непродуманно, да, необдуманно, без опыта какого-то. То есть он, по сути, понимает, что он где-то ошибается, но не говорит, не признается, да, вот, не признает своих ошибок. Хорошо, а вот какие слова он сказал тебе именно враньем, да, вот о чем он говорил, и врал, а ты, может, не заметила, да, или не заметил. Ой, опять про деньги и о ценности. Ну, может быть, ты мне очень дорог или очень дорога. Про ценности. Ну, если про ценности, то может быть о каком-то дорогом предмете. И вот это вот он наврал. А где его поступки противоречат его словам? Или в чем поступки противоречат его словам? Шабаш проверяем. Ой, он обещает, ну вот смотри, он обещает сделать завтра или не делает, или откладывает на потом. И то, что он говорит о перспективе, то не сходится, концы с концами не сходятся. То есть все его прогнозы, да, вот, что он пообещал тебе, что он сделает, ну, они или постоянно переносятся на потом, или оно происходит совершенно по другому сценарию. Поэтому его поступки противоречат его словам в перспективе. То есть он в перспективе делает не так, как обещает. И он темнит. Звезды – это светлый какой-то аспект, а он делает наоборот. Поэтому в долгосрочной перспективе ты с ним как будто бы проигрываешь. Да? То есть он оттягивает, как говорится, ну, оттягивает ситуацию. Да? Не будем говорить, что он оттягивает. Там, да? Хорошо. Вот давай спросим. Душевные муки, да? Карта как раз лежит, и звезды. Да? Звезды – это чистота, душевные муки – это вот какое-то раскаяние, покаяние. И вот давай спросим, есть ли в его сердце раскаяние? Есть ли в его сердце раскаяние? Ну, если он и кается, ну, вот давай так я скажу. Если он тебе дарит какие-то подарки, то он кается. Вот когда он тебе дарит подарки, тогда он и кается, имею в виду. И кается. И еще ему и кается. И вот когда ему и кается, такой, вот тогда у него покаяние. Да. Но и кается, да, ну ж не просто так идет это слово. Хорошо, а вот что он чувствует после каждой встречи с ней, с соперницей или с соперником? Видишь, она его ведет, он окрылен, то есть она поддерживает своей энергетикой в нем, ну, в себе, к себе интерес. Ну, в нем к себе интерес. Поэтому что он чувствует? Что он такой, чувствует себя моложе, да, вот так даже скажем. Ну, чувствует себя счастливым. Пока. Вопрос, когда он будет страдать, да, душевные муки. Бумеранг тут есть уже в раскладе, поэтому, ну, куда он денется? Тут связи, то есть он от тебя не может уйти, и от нее уйти не может. Поэтому тут еще подожди, выскакивать из этого расклада, да, то есть его нужно досматривать до конца, то есть и проживать этот расклад до конца, ну, как бы не расклад, а саму ситуацию. В этих отношениях надо, ну, как бы не торопиться прекращать. Вот. Хорошо, давай посмотрим теперь вот такой немножко интимный, может быть, вопрос. А сравнивает ли он ваши поцелуи? Да, сравнивает. То есть, ну, пока что идет вот это вот у него ощущение, да, то есть он помнит и твои, и ее, да, то есть сравнивает. А вот думает ли он о тебе во время близости с ней? Вот такой даже, да, вопрос зашел. Ну, почему, спрашиваю? Потому что здесь все-таки марионетка, он и с тобой, и с ней, да, вот думает ли он о тебе во время близости с ней? Да, думает.
Он думает и о тебе во время близости с ней. Интересно. Но почему? Да вот потому, что ты же с ним связана по эросу. Понимаешь? Вот поэтому я и задаю эти вопросы. Хорошо. А вот он что-то тут замолчал, да? Вот о чем он молчит? Но внутри его разрывает. Да, вот как ребенка. Он хочет кричать, как ребенок. Ему все это не очень нравится, но он как будто бы, знаешь, как будто тонет в какой-то мгле. То есть он чувствует, что что-то с ним не то, а сказать не может, потому что он как рыба падает на дно. Вот, да? Помнишь же вот эту карту? Что он как будто пошел на дно, как рыба, да? Промолчал, замолчал. Ну, может, она ему рот закрывает, она ему как-то блокирует вот эту чакру 5, где он не может правду себе сказать. Поэтому он и врет. Поэтому смотри, если до появления соперницы он был честен с тобой, то это одна история. А если соперница уже была, и ты появилась, то это уже немножко другая история, окей? Хорошо, а вот считает ли он предательство ошибкой или дорогой, или дороги назад уже нет, да, вот так. Что это для него? Вот, с чем он считает это, вот это предательство? Давай так скажем, потому что здесь мы смотрим и треугольник, да, и измену, да. Считает ли он ошибкой? Ну, он это считает, давай так скажем, это не ошибка, он не может понимать, что это ошибка, он вообще не понимает, что происходит. Но он чувствует, что здесь что-то не то. А что он не понимает? Поэтому считает ли он ошибкой? Нет. Почему? Потому что он не понимает, что происходит. Здесь сглаз, и, скорее всего, здесь какие-то есть такие непонятные чары, энергии, да, то есть как бы негативное влияние можно подозревать здесь, да. Но такие карты в комбинации на вопросы выпадают, да, и они есть, потому что бывает такое, что, они же бывает и не выпадают на конкретный вопрос. Давай немножко посмотрим теперь судьбу треугольника, да, немножко глубже копнем, как бы в будущее. Вот что ждет его союз с соперницей, да, что их ждет с соперницей? Пока они могут остаться на месте, то есть она его будет пытаться останавливать, и это стабильность, то есть у тебя риски того, что он там застрянет в этих отношениях. Надолго, если не говорить навсегда. Вот. Поэтому, если у тебя в голове такое, что нужно что-то делать, чтобы спасать, возможно, да. А вот насколько долгой будет их связь? Вот как раз и проверим, насколько долгой, да, или надежной, да. Смотри, пока она доступна, пока здесь прям выпадает доступность, да, пока она будет, как говорится, продавать себя дорого, да, а он будет покупать то, что она продает, да, то есть тут же и в деньгах как раз, видишь, как будто бы она себя как будто бы продает, да. По сути, она его подкупает, да, вот чем-то получается, тут торги получаются какие-то. Поэтому, здесь зависит от ее все-таки энергии, от ее умения подать свою красоту, внешность, свою энергию, свои чары, да, вот так. Давай тогда спрашивать, сможет ли она его удержать, да, вот отсюда же этот вопрос. Да, у нее как бы пока все карты. К сожалению, такая карта, да, обилие, урожай, результат, да, то есть, да, сможет. То есть, опять-таки, если ты никаких усилий на усилия не прилагаешь, естественно, конечно, она сможет. Давай проверим, вот, все-таки мне не дает покоя вот эта магия, не магия, видишь, говорю о магии, путы вот эти вот, да, какими путами он связан с ней. Проверяем, как раз тут время есть. Смотри, это может быть приворот. Может. Поэтому, смотри, если особенно так, что мужчина ни с того ни с сего изменил и начал выпивать, то, может быть, это и приворот. Зелье и чаша выпадает, поэтому... Может ли это быть магией? Опять мы смотрим. Да, это может. Поскольку здесь огонь у нее, да, вот она такая прям властная. Может, имеет власть над магией. Может.
Да и мастер тут рядом с ней. Может, ей мастер какой помогает. А вот отпустит ли она его, если вот он сам захочет уйти? Ну, вдруг такое, да, вот Арлекин, да, вот ему что-то в голову вобьется, да, или вы поговорите о чем-то, да, там, ну, как-то попытаетесь речью надавить на него, да, повлиять. Отпустит ли она его? Но смотри, она его может и отпустить. Здесь скука, и она может сделать вид, что безразличен он ей. Скорее, да. То есть это бездействие с ее стороны. Но тут не все так просто, мне кажется. Она ему может даже так сказать: иди. И он пойдет к тебе, а потом его будет тянуть, и он будет вот это вот как смычок туда. Жик, 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 да, мик, мик. Ну такое. Да, отпустит. Я тебя не держу. Вот так. В этом ее сила. Понимаешь как? Ну, может быть, ты так играешь таким образом. Ну, тоже сила в свою очередь, да? А что ждет тебя, если он останется с ней? Что тебя ждет, если он с ней останется? Ну, у тебя долгое время не будет партнера. То есть есть риски того, что тебе будет достаточно трудно найти себе партнера для Эроса. Почему? А здесь почему? Потому что у вас, видишь, Гебо, и здесь, помнишь, здесь не просто так вот эта карта. Она связывает и тебя, и его, и ее. То есть у вас, как бы привязки. И да, вот ты, допустим, будешь, получается, рядом же бездействие у тебя, да, то есть партнер идти тебе долго не будет. Ну, есть риск. Поэтому здесь и выскакивать нельзя. Так он хоть как-то, но с тобой все равно. То есть многие когда треугольник появляется, начинают там топать ножками, все вычеркивают, а потом кусают локти. Так тоже с другой стороны, да, надо смотреть всегда и пытаться разобраться в ситуации, да, что говорится. А есть ли для вас шанс пережить это испытание, да? Есть ли для вас шанс пережить это испытание? Да, есть шанс пережить это испытание. Почему? Потому что тут привязь. Это связка не только с ней, но и с тобой. Поэтому здесь это марионетка. Тут все сложно. То есть это очень сложный получается треугольник или сложная измена. И если это была разовая измена, она как бы и переросла в какую-то хронику, да, то разорвать ее будет, избавиться от нее будет тяжело как тебе, так и соперница, условно говоря. А как изменится твоя жизнь после того, что ты слышишь это здесь, да, как оно влияет на твою жизнь? Ты будешь, скорее всего, ты предпримешь какие-то шаги, чтобы защитить то, что у тебя есть, или то, что в твоих интересах. Может быть, даже этого мужчину или эту женщину, кто с какой стороны смотрит. Как минимум, тебе нужно подумать и о своей защите, да, и о своих интересах. Поэтому, скорее всего, ты будешь защищаться, бороться как-то, наверное. Напиши, как ты считаешь, почему тебе выпал этот рыцарь, да? Или это защита. Хорошо, а что будет, если ты простишь этого человека? Простишь, да? Давай спросим. Если ты простишь. Но если ты его простишь, тебе-то станет легче. Безусловно, прощение – это, кстати, очень мощная техника. Но тебе много чего ты все равно знать не будешь. Поэтому тебе нужно не просто прощать, но еще и освобождать и себя, и, скорее всего, его. Я не говорю, что тебе нужно его освобождать, но себя тебе точно нужно освобождать из темницы. Да, прощай, но и освобождайся. Да? Из темницы. А из темницы чего? Уже смотри, это магия или обстоятельства, или все, что связано. Может, он там какие-то проблемы притащил вместе с этой соперницей в твою семью, например. Да? То есть себя освобождай, и семью освобождай, и так далее. Да? Хорошо, а что, если ты отвернешься от него окончательно? Да, сейчас проверим. Вдруг ты так решишь, да? Раз.
Ну, знаешь, почему-то иллюзия, да, ты будешь в какой-то своей иллюзии, тебе будет казаться, что ты свободна, но ты будешь не свободна. Тут, понимаешь, как тебе эта ситуация дана, возможно, для того, чтобы решить какую-то сложную задачу, и, может быть, да, кармический партнер, да, тут Эрос, и ангелы, демоны. Если ты отвернешься окончательно, то ты как страус спрячешь голову в песок. И погрузишься в свою иллюзию, из которой потом тебе будет тяжелее выйти. Поэтому постарайся не отвернуться. Вот почему-то идет этот поток, а напиши, почему, как ты считаешь, выпадает эта карта. Хорошо, давай немножко посмотрим теперь на будущее, да, и вот посмотрим, так сказать, приговоры судьбы, да, приговоры судьбы, вот как, такой вот последняя часть у нас будет. Что в будущем, да, вот почему вот именно тебе выпало пройти через эту историю измены или треугольника, да, вот если ты в треугольнике или в измене, почему тебе это выпало? Вот оно, видишь, я не просто так говорил, тебе нельзя выходить. Это тяжелая ноша, это его карма, и у тебя часть кармы. Какой-то кармический узелочек ты на себе тянешь, да. Может быть, это часть родовой программы. Здесь выдержка, что-то связано с отцом у тебя по этой карте. Поэтому это часть родовой программы по линии отца или кармический узел, который связывает тебя с каким-то сильным мужчиной. Вот и думай. А какой урок Вселенная хочет тебе преподнести? Видишь, то, что я говорил, нельзя сейчас выскакивать, выпрыгивать из этого. Работай, и эта работа преподнесет тебе подарок. Может быть, не партнера этого, может, ты станешь больше зарабатывать, может, у тебя бизнес выстрелит, может, работу поменяют. Но, то есть, твои усилия, приложенные здесь, откликнутся тебе где-то в чем-то другом. И, может быть, и в работе. То есть, решая эти вопросы, да, ты будешь где-то, знаешь, сильнее в материальном мире. Поэтому за вот испытание это тебе придет где-то плюсом в деньгах. Вот. А деньги, видишь, у тебя, кстати, и не хватало у вас там между ним и вами денег, да. Вот, решая там, да, изначально то, что мы смотрели, ты получаешь в конечном итоге вот прекрасную вот эту карту. В принципе, я считаю, что тут ничего нелогичного и нету. Где-то ты прорабатываешь духовное, но получаешь в материальном. Хорошо, а вот что твоя душа должна понять о любви и преданности? Именно твоя. А вот оно. То есть, если ты любишь, да, о любви и преданности, то ты воюешь, а не опускаешь руки и не бросаешь. Логично? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто считает вот то, что идет в потоке. Это не мое мнение. Мое мнение, оно может отличаться. Я вам говорю по картам. Что, вот был задан вопрос, что твоя душа должна понять о любви и преданности? То есть, воюешь? Да, если любишь. Напишите свою формулировку, исходя из этой, так сказать, воительницы, да. Пусть так будет. Окей, и вот, а чего чего ты больше никогда не допустишь? Или карты советуют больше никогда не допускать, да? Ты знаешь, почему-то у меня такое ощущение, ты больше никогда не допустишь падения своего падения, именно своего. И не допустишь, чтобы тебя заморали в чем-то грязном. Поэтому где-то ты свое достоинство больше не будешь опускать, давай так скажем, или позволять глумиться над собой. Вот почему-то идет так.
39-й этот аркан, напиши свои ощущения. Мне очень хочется, чтобы вы в конце, да, вот дали какие-то отклики по раскладу, потому что я постарался сегодня очень глубоко для вас нырнуть. И да, подпишитесь на канал, и вот прямо сейчас можно поставить лайк. Если вы уже это сделали, то поставьте, лучше снимите лайк и поставьте его сейчас. Ну и не забудьте подписаться. А вот как изменится твоя сила после вот этой боли, что ты тут проживаешь, да, вот этой измены, да, там и так далее. Ты станешь сильнее, ты станешь богаче. Я вот тебе говорю, не просто так здесь безденежье меняется на работу, да, на работу и на землю. Ну, и я тебе скажу, ты начнешь выздоравливать. Ну, земля – это всегда здоровье, да, некое. Поэтому смотри, как бы у тебя сейчас вот не было тяжело в этом треугольнике с этой изменой, да, с предательством, в конечном итоге, даже если, вот, допустим, у тебя человек, ну, бывает такое, мужчина, да, взял деньги и не отдает. Или женщина, наоборот, взяла деньги и не отдает. Ну, мужчины часто тратят на женщин, да. То есть ты все равно выигрываешь. Отпустить надо, да, эту ситуацию, и ты выиграешь в финансах все равно. То есть баланс будет сохранен. Но тебе как-то надо, может, побороться все-таки все равно за своего партнера, да. Давай спросим так. А вот какую дорогу открывает для тебя судьба вот после этого всего? Какие дороги открываются? Но это вообще нужно, да, так найти, такую карту вытащить. У тебя любые дороги открываются, и направо, и налево. То есть у тебя перед тобой стоит выбор. Но, по сути, у тебя дорога-то открывается, остаться с этим партнером или нет. Это перекресток. Поэтому, по сути, у тебя открываются и финансовые дороги, да, с одной стороны, и партнерские дороги. Но опять-таки, смотри, здесь очень сильные привязки у тебя идут, да. Привязь, смотри, вот здесь вот привязь, вот пальчиком показываю, вот здесь привязь, да, паутина, вот здесь привязь, поэтому здесь много связей. Хорошо, какие дороги перед тобой открываются? У тебя появится выбор с партнером, то есть, и тебе придется делать выбор. Тебе придется выбирать, оставаться с этим партнером или нет. А давай так, ну на будущее посмотрим. Есть ли в будущем мужчина, который любит тебя без предательства? Ну, а мужчины могут на женщину посмотреть. Пока что этот вопрос для тебя не актуален. И до тех пор, пока ты не закроешь вопрос с этим партнером или партнершей, этого человека я на мосту не вижу. Да, он теоретически есть, но смотри, ты сейчас на мосту, поэтому тебе нужно решать и делать выбор. Да? Поэтому я его не вижу, а ты решай. Но опять-таки на тебя влияет, то есть эта история, она не закрыта. То есть ты из нее сейчас на этом раскладе выйти не можешь. Поэтому ищи другой расклад, или смотри индивидуальный расклад, да, или делай выбор, как говорится, но потом будешь решать с отвязками в любом случае. А что новое счастье принесет в твою жизнь? Новое счастье. Мужчинам принесет женщину. Ну, а женщине нужно закрывать вопрос с той женщиной, которая является соперницей, да. То есть, смотрите, ну, логично, да, если женщина смотрит, то пока она не решит вопрос со старой соперницей, с предыдущей, да, то счастье нужно будет подождать, как говорится, да. И если вы не закроете, то вы так и будете встречать себе соперниц. Поэтому у женщины здесь какой-то бумеранг тоже есть. И кармическая часть, где какая-то, может быть, соперница не проработана, да, например, может быть, у отца, да, была там любовница, да, а мама мучилась с этим, ну, понимаете. Хорошо, а вот как изменится твое сердце, да, вот после вот этой истории, которую мы тут... Или что изменится в твоем сердце, вот так даже. У тебя в сердце появится такое ощущение, что это все не зря, что не зря дам тебе этот расклад, эта ситуация, и что все равно ты что-то получишь как подарок за это испытание.
Поэтому ты просто убедишься в том, что ты не просто так попала в эту историю с изменой или с треугольником, и не просто так дослушала этот расклад до этой точки. Это, на секундочку, последняя карта, да, предпоследняя. Ну, я хочу уже просто закончить, потому что мы так глубоко, и вот я хочу спросить, а что шепчет тебе судьба? Что шепчет, и прошлое оставить или все еще бороться? Бороться ли или оставить прошлое? Как подсказка к вот этим двум картам, да? Подсказка на развилку и на мост. Ну, смотри, здесь есть меч, и здесь есть воительница. Я из потока тебе скажу, что оставлять пока нельзя. Ну, просто ты не выйдешь, да? То есть мечи, конечно, могут тебе сказать, что надо обрубывать канаты. И ты можешь их обрубить. Но какой ценой это тебе дастся, это раз. Но все-таки судьба шепчет: воюй и веди справедливую борьбу и битву. Если ты считаешь эту борьбу или битву справедливой, то справедливые равновесные силы расставят все на свои места. И все будет по справедливости. Поэтому будь честен или честна сама с собой, и у тебя все получится. И оно получится по справедливости. И все-таки я сделаю резюме. Бороться. А вы по своему ощущению после расклада напишите, с каким ощущением вы были до расклада и с каким после расклада. А я искренне желаю вам только справедливой борьбы и справедливых решений. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя, оставайтесь на связи і побачимось, почуємось. Па-па.